Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст и канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей. Сегодня я поговорю с моей родной, любимой сестрой Аней. Мы будем говорить о ее жизни в Турции, что ей там нравится, что ей там не нравится и вообще как она там оказалась. Но прежде чем мы начнем, конечно, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на этот канал, если вы еще не подписались. И если вы слушаете этот подкаст только в аудиоверсии, но вы также хотите видеть видео, то вы можете посмотреть в описании, там будет ссылка на видео этого подкаста. Вы готовы? Поехали! Привет, Аня! Мерhaba. Мерхаба! Как у тебя дела? У меня хорошо дела. Сейчас нахожусь не в солнечном Стамбуле, к сожалению. Очень холодно у нас Очень здесь. холодно. Да, сколько у вас сегодня градусов? На данный момент сейчас утро, я думаю, 9 градусов было, я проснулась, да, где-то так. 9 градусов. Плюс. Да, ну Мгм. это довольно-таки холодновато. Да, Да, у нас сегодня что 25. М, тоже бы такого хотелось. Ну давай, Ань, расскажи, пожалуйста, вообще, кто ты такая, откуда ты, где ты живешь и чем ты занимаешься? Мгм. Хорошо. Давай. Меня зовут Аня, мне 25 лет, я из Сибири. Вот. А, Закончила БГУ, Иркутский институт наш, психологическое у меня высшее образование. Вот. Но, естественно, оно мне не пригодилось. Ну как, для себя какие-то знания вынесла. По профессии не работаю. Занимаюсь тем, что помогаю тебе с Ютубом, и также мы с сестрой отправляем из Турции БАДы, витамины, потому что у нас здесь все классно работает, слава богу. Всё. Качество лучше, чем в России, скажем так. Вот. Что еще могу рассказать? Живу я сейчас в Стамбуле со своим мужчиной. Вот, уже в Стамбуле нахожусь где-то полтора года, где-то вот так. Ну, это со всеми приездами, отъездами. Очень нравится мне Турция, поэтому да, Мгм. где-то так. Хорошо. Ну, расскажи мне, пожалуйста, тогда вообще, какие твои первые воспоминания о Турции, об этой стране, когда ты была маленькая? Что ты помнишь об этом? Когда я была маленькая, ну, естественно, это воспоминания только о нашем отдыхе с семьей, и это было всегда all inclusive, аниматоры, море, вечная обжираловка, родители тусуются, мы, дети, тусуемся. Ну, как бы о Турции-то особо не было речи, просто отдых. Вот. А уже более в осознанном возрасте, когда начала путешествовать сама, то да, я поняла. Хотя первый раз мне Стамбул вообще не понравился, на самом деле. Я сейчас вспоминаю, да, мы с тетей ездили. Но это был день экскурсионка. И я такая, потому что нас повезли в самое-самое вот это вот туристическое место, там было много-много народу, и мы такие вот так вот ходили, и я такая, нет, 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 я так не люблю, когда так много народа, мне надо спокойно. М, На самом деле, да, бывает такое. А сейчас уже со временем я поняла, что Стамбул, да, супер. Круто. И вообще, почему ты выбрала Турцию? Почему именно Турция? Почему не другая страна? Ну, любовь к Турции у меня давно началась. Я, наверное, скажу даже так, с сериалов. Э, вот. Да, я начинала смотреть турецкие сериалы, и они вот захватили мое сердце. Да, потому что они на самом деле очень такие жесткие. И такая драма прямо вот так никого не щадят. Вот. Сердце разрывается, плачешь. Вот. В общем, как все я люблю. И это. И да, и мне очень понравилось. И там в сериалах просто все такие, все так красиво показывают, вот этот Стамбул, разные города, Измир, там, Каппадокия, Мардин, который очень красивый. И я такая, блин.
Турция классно. И всё. И знакомства появились, и потом уже познакомилась с мужчиной, вот, и сейчас вот уже живу здесь годик Да, целый. понятно, понятно. Хорошо, хорошо. И скажи мне тогда, давай поговорим сегодня о том, что тебе именно нравится, да? Ты же уже говорила вот это какие-то вещи, да? Но Мгм. давай охарактеризуем три главные вещи, которые тебе нравятся в Турции. Скажи мне, пожалуйста, что это? Первое. А, 1, пожалуй, это будет Стамбул, да. Стамбул. 2, наверное, это будет еда. В Турции очень вкусная еда. Стамбул, еда и третье. М, 3, даже не знаю. Ну, давай пока подумаем Э, насчет первого и второго. Значит, Стамбул, давай. да? Ты говоришь, что первый раз тебе Стамбул не понравился, да? Но почему тебе он нравится Да, сейчас? потому что сейчас я уже более такая локал и знаю места, которые бывают поспокойнее. Ну и вообще, 1 день, когда нас туда перевезли, это действительно было туристические все районы, и было очень много народа. А сейчас я уже живу не на европейской части, а на азиатской, и у нас уже более такое спокойное, и люди такие как бы ну, Истамбул, я тебе так скажу, знаешь, здесь уже более все такое европезировано. То есть это не, если ты поедешь там куда-нибудь, я не знаю, в Хакари или в Мардин, и будешь там с одним мужчиной гулять, потом с другим тебя там на площадь выкинут и обсмеют. Это я так по сериалам То есть, смотрела. когда в России мы говорим, что Москва не Россия, то можно спокойно сказать, что Стамбул не Турция. Ну, да, я бы сказала, что нельзя равнять, всю Турцию по Стамбулу. Нет, абсолютно. Очень много есть всего разного, и Стамбул, он более европезирован. Тут очень много наехало народу, микс культур идет, и как бы особенно в последние вот эти года, после вот ковида все начали уезжать в разные страны, потому что все на удаленке, поэтому да. Сейчас Турция очень намиксованная, ну, турки не рады. Вот я Турки скажу. этому И не я тоже. рады. Нет, турки этому не рады. Интересно. Я этому тоже не Ты рада. тоже не Я рада? не Нет, я не рада, потому что очень много русских. И это, ну, типа, какой смысл? Я переехала в страну, чтобы наслаждаться турецкой культурой, а у нас сейчас пытаются все сделать под русских. Ну, то есть, как бы, ну, и типа, русские даже не учат турецкий, понимаешь? То есть они считают, что, все должны знать русский. Они приходят и говорят по-русски со всеми. Ну, типа, им, ну, как бы я не совсем понимаю. Типа, английский даже не знаю. Ну, многие. Есть, ну, молодые уже, да. Молодые уже более образованные. А такое взрослые, они считают, что герик-йог. Не надо, скажем так. Вот. Хорошо, хорошо. Так, ну ладно, интересно. Значит, еда. Ты сказал, что тебе нравится турецкая еда. Что именно тебе нравится в их кухне? Мне нравится. А вообще, кухня у них, есть, конечно, такие блюда, которых у нас нет, но в основном еда очень похожа на русскую кухню, я бы сказала. То есть, как бы, да, баклажанчики фаршированные, перчики фаршированные, картошечка, пюрешка, котлеточки, мяско, шашлыки вот эти. Ну, то есть, как бы все, что у нас есть. Кушаем, но у нас нет лахмаджуна, у нас нет Что такое chicken. лахмаджун? Лахмаджун — это такая типа пицца, фейк-пицца, скажем так. Тонкое-тонкое тесто, как лепешка, и там, как бы, простите, фарш с овощами такой. Вот, ну, очень мало, просто минимальное количество мяса. Я поэтому люблю, потому что мне мясо очень тяжело, я не ем его много. И его просто вот так туда зеленушки, туда лимончика, гранатового соуса, вот так все это закручиваешь, и вот так хрум. Закручиваешь? То есть это как пицца, Да. которую ты скручиваешь и ешь? Да, это такой рулетик у тебя А, получается, ты его интересно. ешь. А как М. насчет веганской кухни? Хорошо ли А, для веганов жить в Турции? я скажу, что крупы, фрукты, овощи в том году, может быть, это было бы и дешево, но не сейчас.
Сейчас у нас очень дорого, то есть как бы в 21 году за, наверное, вот такое количество помидор, ну, я не знаю, пакет целый, ну, килограмма 2, наверное, я платила 5 лир. А в этом году я плачу 20 лир. В том году, в 22-м. Ну, или 15, да, там, скажем, как. То есть поэтому я сейчас хожу в магнитик, я беру 3 помидорки, 3 огурчика, маленькую капусточку, потому что, ну, типа, мы, во-первых, много не кушаем и портится, чтобы денег не тратить, ну. Поэтому сейчас эконом. Очень всё дорого. Вот. Понятно, хорошо. Ну, а что еще тебе нравится? Какие-то Прости, специи? прости. Ага. Прости, перебью тебя. Про веганских. Очень много веганских ресторанов. Есть, да, веганские кафешки, рестораны. Насчет продукции, ну, например, я видела, что миндальное молоко есть, арахисовые всякие вот эти есть штучки. Такая продукция, она находится типа в магазине как деликатес. У нас есть типа Бичихинский магазин, это у нас шок, там типа фикс прайса, все дешево. И есть такие же подобия его там Аюсбир. Есть Мигрос, который повсеместно, то есть как по всей Турции. Он такой среднячок. И есть Макро, это такой лакшери. Вот, и там все дороже, хотя абсолютно одинаково. Но но есть, конечно, линейка того, чего нету. То есть как бы именно деликатесы. Все импортное И, и естественно, алкогольное. веганские продукты продаются в этом макро. Да, естественно, да. И, естественно, цена тоже там как бы не макро. Понимаю. Ну да, макро, не микро, да. Ну да, да, макро. То Да. Ну а м. какие-нибудь специи интересные есть в турецкой кухне, которые у нас нет в России, например? Кекик — это что? Чабрец они кладут в еду. Да, и мне вообще не нравится. Вот, у них вот это кекик, что у них еще? Еще они кладут какую-то еще такую, я не знаю, мне их специи особо не нравятся на самом деле. У них нету, копченой паприки, которую я обожаю. У них есть просто красная паприка, она не копченая, просто типа, да. Вот, я привезла, вот тебе ты услышала, что тебе там хмели-сунели родители привезли, я у подруги заказала, она мне тоже 5 упаковок хмели-сунели отнесла. Вот, ну, А как такое же со специями. турецкие сладости? Тебе нравится? Рахат лукум? Слишком сладко. Есть одна сладость, которая мне очень нравится. Это называется катмар. Это, чтоб ты представлял, типа слоеное тесто, тонко-тонко нарезанное. Я не знаю, чем оно смазано. Наверное, чуть-чуть масла сейчас такое есть. И внутри фисташковая паста. И это все вот так обжаривается, и еще сверху шоколадиком. Да. Так, ну ладно, хорошо, хорошо. Вот это вкусно. А всякие другие там, они очень сладкие, слишком много. Мгм. Они в сиропом так заливают. Ну, возможно, вы, дорогие зрители, не знаете, но Аня также какое-то время была кондитером, да? М, Ты да. училась, ездила на некоторые курсы и работала. Сколько ты работала в кондитерской, да, или в Ну, около хлебопекарне? года я работала, наверное, в В пекарне, около пекарне года. года. И как ты думаешь, ты бы хотела что-нибудь научиться вот в Турции или хотела бы свою маленькую пекарню там открыть? Я думала, да, насчет этого думала, но у них, разные, абсолютно разные десерты. Мы ходили, пробовали. Они у них очень сладкие. Даже обычные торты. Не очень сладкие, не невкусные. Ну, мне не очень нравится. То есть, как бы, я понимаю, что на их аудиторию мои русские торты, они могут просто не зайти, потому что они любят вот это вот все это шекер, вот этот сахар, они вовсюду его кладут. Ну, как бы, мне хочется что-то такое менее. Как бы у Может нас быть, такие тебе открыть спокойные торты. пекарню для русских, потому что так много русских, я думаю, так-то вариант. Есть такие места уже, есть рестораны русские, вот, есть и на заказ, кто девочки тоже готовят. Невыгодно. Я считала, подсчитывала. Ну, я считала, потому что я готовила сама торт, там, своему мужчине на день рождения, там, такие вот именно, которые профессиональные торты я делала.
очень дорого выходит. Ну, то есть, как бы мы закупились там на сколько? Что-то на 1000 или на 1500 лир, чтобы просто торт приготовить. Ну, как бы, это умножить на 4, если это 4000 рублей, ну, я не знаю, сколько это долларов. Ну, это Ну, примерно как бы, где-то $60, да, ну да, ну, то есть, как немало. бы это просто на продукты. Мгм. То есть это я еще без наценки, если Да, мне да, 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 продавать. да, Ну, то есть, как бы, еще без понимаю. доставки, еще без упаковки. Ну, то есть, нет. М, Это такое. Хорошо. Ну хорошо, значит, Стамбул, еда и что-нибудь еще? М, Так, м. котики. Вот, расскажи мне про Котики, да. котиков. Мгм. Котики — это просто отдельная тема. Очень мне нравится отношение турков к котикам. Смотрю, часто замечаю на улицах, идет девушка, мужчина на работу, сумочку открывает. У них в сумочке вот такая баночка с кормом. Они насыпают, берут водичку, наливают. У них мисочки у всех кошечков есть. Домики делают самодельные, у всех вот такие. Ну, каждому котенку, то есть как бы место есть. У нас, например, мы живем в резиденции, и у нас резиденция выделяет корм для собак. То есть это, я не знаю, государство или это мы платим за это. Ну, то есть как бы наш вот этот дом, они выносят, у нас есть мисочки, где у нас собачки кушают, и кошечки, и они им постоянно, у нас внизу еда там стоит. Как бы все всегда, мы тоже всегда помогаем. Ну, мы почему-то покупаем им, они не едят. Ну, типа такой жидкий корм. Вот, а кошки все жрут. Собаки вредничают, а кошки все жрут. Кошки вообще. Еще, знаешь, хлеб ты им там дашь какой-нибудь, они скажут на тебя: "Ты чё, мясо мне давай". Интересно. Не, ты говоришь, что они что все жрут. В смысле, кошки, что Ну, то есть, они... как бы, кошки, они такие, типа, собаки, они еще подумают. М, Ну, то есть они же такие более Интересно. У интеллектуальные. нас дома наоборот. У нас собаки все слопают, а вот кошки им даешь такой, знаешь, такой шведский стол из 20 блюд. Они такие покушают, Да, покушают одно и пойдут просто дальше. Мы такие, я не знаю, чем их кормить? Моя жена да. каждый день покупает новые блюда. Каждый месяц покупает новый корм, потому что все время они устают от старого, нужно быстро новый менять. Все время что-то вот... А это все психология, мой дорогой. Это вы их балуете, и они вот надо тренировать. Надо вот купил, не кушайте, ну, Так я все, бы так и стоит. тоже сделал, но понимаешь, как бы Туи, Нет? она такая мама, что она видит, что ребенок не ест, она просто спать не будет, пока чем-нибудь не накормит его. Да, Так не знаю. что, да, вот. Я тоже А я не говорю, не сплю. ест, ну и пусть уходит голодный, пока не Да, съест. Вот, ну, видишь. у нас тоже Это у нас, молодой это мы человек. собак мы так приучиваем. Ну, Но собаки кошек она понятно. балует. Кошки — Вот. это кошечки, а собачки — это собачки. Кошек надо больше любить. Собачки М, могут тебя защитить, а кошечки нет. Не знаю. Ну ладно, хорошо, давай расскажи мне тогда о том, что тебе не нравится в Турции. Наверняка есть такие вещи, которые тебе не нравятся. Э, Да, есть. Э, у Как бы так сказать, все тебя пытаются Обмануть? обмануть. Э, потому что я считаю, что да, действительно, наверное, потому что слишком много туристов, и даже в Стамбуле, даже если ты говоришь на турецком, они все равно попробуют тебя как-то обмануть, взять с тебя больше. Даже, как бы даже с местных турков они тоже, ну, сейчас, потому что действительно очень кризисная такая ситуация в стране. И я думаю, за счет этого, люди очень сейчас все озлобленные и очень такое, как бы, все на нервах, все агрессивные. И сейчас прямо вот в 22-м году я прям весь год чувствовала, как все пытались дружно друг друга обмануть. Вот. Кто-то на ком-то заработать, как-то, подставить. Ну вот, чувствуется все равно, как бы, Подожди, они все такие. я тебя перебью. Это касается только как бы деловых отношений, или это даже, например, в семье или между друзей такая может быть вещь? Или это Знаешь, только касается того, когда вот
что-то ты у меня покупаешь, я у тебя покупаю только тогда, а когда... Да, я думаю так, но тем не менее у турков нет такого отношения, как я наблюдала с моей точки зрения, я наблюдала, что у них нет такого отношения к друзьям, как у нас, ну, как у нас в России. То есть я могу сказать, что моя подруга, да, это моя сестра, ну, это моя семья. Они так не скажут. У них, семья — это то, что вот кровно. Даже типа там, двоюродная сестра, они не будут считать сестрой, это у них кузина. Ну, то есть как бы это уже не твоя семья, это вот твоя семья — это то, что и всё, что в семье, это вот все очень важно, а все остальные — это как бы вот они очень много придают значения семье, но я не видела, чтобы они придавали такого сильного значения дружбе, как мы. Вот это я не совсем понимаю. И сколько я здесь была, мне всегда говорили: "Никому не доверяй". Вот. Серьезно? Да, да, да. Никому не Что доверяй. в Турции, видимо, все таки опасность есть вот эта какая-то. И то, что, может, еще то, что я иностранка. Первые разы же я, когда ездила, я же не знала вообще турецкого. Ну как, так. И, ну, действительно, да, это как бы, мне кажется, опасно. То есть как бы хотя все говорят, что Турция такая, типа, как бы, как сказать, гостеприимная, но не знаю. Тоже есть свои минусы. Еще из минусов то, что мужчины все очень смотрят. То есть как бы, хотя, сами турчанки, то есть в Стамбуле, если ты поедешь в определенный район, например, тусовочный, то там ты хоть голой пойдешь, на тебя никто не посмотрит. А если ты будешь, да, есть, я иногда сама удивляюсь, как одеваются турчанки, ну, есть такое, да. А если, например, ты вот как я живу, да, в каких-то вот уже жилых, районах, то там, как бы надо всегда там в штанишках, кофточках я хожу, как бы, чтобы не было, потому что иначе, ну, со многими разговаривала девочками, все замечают, и неприятно, и они типа сигналят, останавливаются все время, вот это вот пытаются типа там пообщаться. Ну, не совсем приятно, как бы я скажу. Вот. То Есть есть ты такой хочешь момент. сказать, что для женщины жизнь в Турции не такая простая, как для мужчины? Это другой момент. Если мужчина на тебя нападет, и ты скажешь: им дат, типа, помогите", то все мужики, которые слышали рядом, прибегут и забьют этого мужика. Это Даже не ты будут из спрашивать, личного почему. Нет, опыта? это я из личного опыта, да, говорю, как бы просто не будут разбираться даже, что произошло. Ну, то есть, как бы они попробуют, но если, например, ты будешь плакать и орать там, типа там: Даже если он "Отстань", тебя не бьет, просто... даже если он тебя не бьет, даже если он тебя не бьет. То есть, как бы может, да, такое произойти. Как Но ты это думаешь, все зависит еще. это связано с мусульманскими ценностями, с мусульманскими принципами, что жена, сестра, как бы, ну, вот как понятие какой-то девушки как сестры, поэтому нужно защищать всех девушек, потому что они как бы ну, как Я сестры. думаю, что да, потому что они очень сильно относятся к этому, как бы, но это уже, я еще раз говорю, ну, как бы, вообще, в принципе, они сестра, там, брат, вот это очень такое крепкие у них всегда отношения, да. Но я думаю, что может быть, что мужчины, они, если проблемы, то ты, накричишь, они всегда прибегут. То есть, как бы, в этом нет такого. Но это смотря то, что ты где. Если никого не будет, никто к тебе не прибежит. Поэтому надо не ходить по таким местам. Надо вот, где побольше людей. Но в целом ты думаешь, в Турции безопасно? Ну, в Стамбуле, по крайней мере, В жить. целом, да, но ночью я не хожу, например, гулять, я не рискую. То есть я скажу, до скольки? До 12 Мгм. ночи можно еще спокойно прогуляться. Ну и Ну, то, знаешь, там, одной ты имеешь в виду или с кем-то? да, одной, Одной, окей. одной. Именно одной. Нет, Мгм. если с кем-то, то хоть до утра можно тусить. Понятно. А если Интересно. одной, то да, неприятно. Интересно, интересно. Хорошо, значит, тебе не нравится, вот, как смотрят некоторые турецкие мужчины, да? Да, Тебе не они нравится, невоспитанные.
Также ты говорила, что ты начала с чего? Не помню. Я начала... Из того, что тебе не нравится. Я уже не помню тоже. Это судьба. Ну хорошо, у нас осталось не так много времени. Давай поговорим лучше в целом о... То есть мы уже много говорили о турках как людях, да? Мгм. Но ты говорила вначале еще о том, что похожего, что очень многие есть похожие с русской и турецкой культурой. Как ты думаешь, что у нас общего? Гостеприимство. Вот такие люди, они всегда пытаются помочь. То есть как бы не только то, что дома, там, да, это вот мы приходим домой, они все там тебе разложат, накормят, да. Всегда пытаются помочь. Проблема, ты там позвонишь, они сразу такие хоп-хоп-хоп. То есть как бы не то, что я прошу помощи, а, например, мой мужчина, его другой друг поможет, он к нему побежит. Ну, то есть именно вот такие взаимоотношения все очень как бы стараются выручать. И это приятно, что используют связи, и люди открыты. То есть как бы нет такого, что «Да, у меня нет времени, пока». Нет, такого не говорят. Как бы все доброжелательные. Но я думаю, что это за счет того, что это мусульманская все таки есть страна, и что у них все таки в Коране прописано, что, ну, как бы надо помогать, если человек просит помощь, как бы. Поэтому я думаю, у них врождённо. Вот, также, чем мы еще похожи, а, не знаю, пьем чай. Пьем чай. Они любят чай очень много. Да, конечно, турки пьют чай. Турки, чай и сигареты — это вот всё вместе. Это интересно, потому Они что я всегда слышал про турецкий кофе, что очень популярный турецкий кофе, что у них есть турка, да, поэтому как бы да, все-таки что, кофе или чай, или и то, и то? на Как... самом деле турка не называется туркой. Вот это называется по-другому, но я не помню. Вот. Нет, все пьют чай. Как бы кофе — это с десертом. И это такое, знаешь, наверно, после еды уже. То есть как бы вот такое. А чай, ну, тоже, знаешь, они так к тому всему относятся, типа там, вот этот турецкий кофе. Ну, не все его пьют. Уже все такие, ну, здесь Starbucks, другие там. Европеизированные, понятно. Да, то есть Мгм. там латте, фраппучино, тыр-ты-ты. Макачино. Да. Вот, как бы я всегда пью чай. То есть как бы чай, а, вкусный. У них есть еще 3 категории чая. Ты можешь сказать в ресторане. Типа светлый, типа что-то среднее и темный. Ух Какой ты ты, любишь? классно, это очень Да, классно. Потому что иногда у да, меня есть желание попить крепкого чаю, а иногда просто легенький немножко, да? То есть я могу это да, контролировать. Здорово. это очень классно. Мгм. Да. И мне очень нравится, потому что я, например, не люблю вот этот светлый чай, Мгм. чай. Вот, и я люблю темненький. Ну вот, и Мгм. да, и ты можешь просто сказать, и они тебе принесут. М, Интересно. Хорошо. Ну а в чем, как ты думаешь, главная разница между турками и русскими? Почему многим Вот это русским все-таки больше нравится жить в Турции, а не в России? я думаю, что, скорее всего, это связано из-за климата. И да, я сомневаюсь, что как бы потому что у меня тоже ребят, ну, я же здесь живу, у меня и друзья, и родители, и все приезжали. Парни недавно приезжали, 2 месяца здесь жили или 3 месяца, не помню. Нет, 2 месяца жили. И им было тяжело. То есть как бы без турецкого, без английского. Они прям такие: все красиво, город красивый, все огонь, но это нам не подходит. То есть как бы они говорят: "Мы не можем здесь, типа, это не наша культура, мы себя чувствуем некомфортно". Ну, вот так. А я говорю: "А мне, например, наоборот, здесь комфортно". Я знаю язык, я пошла, узнала, поговорила, достала, а им все что-то сделать — это трудно. То есть как бы им приходится всегда через нас. То есть мы всегда помогали. И это тоже так, знаешь, утомляет. Когда как бы, да, когда ты
все сам можешь, это намного легче, а здесь довольно трудно. Турки вообще английский не знают практически. Вот, Серьезно? и сейчас, да, ну, Ты да, думаешь, как они бы знают много. английский хуже, чем в России в среднем? Или так же? М, Я думаю, что так же. Я думаю, что Так так же, же. что как бы есть и кто хорошо, но я думаю, мне, кстати, может, даже поменьше. Я Может, думаю, что даже просто, здесь. например, в Москве я знаю много людей хорошо говорят по-английски, да? Вот, но в Иркутске поменьше Ну, уже, да. да, но интересно. Ну ладно, и тогда давай последний вопрос. Какие у тебя вообще планы? Что ты думаешь, ты хочешь осесть в Турции на всю жизнь? Ты хочешь там жить всегда? Или где-то переехать в другой город в Турции? Или в другую страну? Что ты думаешь? Не знаю, пока что не знаю. Тоже недавно разговаривала с мужчиной. Он говорит, типа, пока что здесь. Я просто не совсем понимаю, на данный момент сейчас трудная ситуация политическая с этими выборами у нас сейчас будет, А у поэтому вас политическая ситуация с выборами? да, да, у нас, ой, не политическая, экономическая. Ну и политическая тоже, как бы и из-за того, что очень много а, приехало и русских, и украинцев, и как бы я все понимаю, но иногда не понимаю, потому что тоже хочется общаться с людьми, ну, некоторые люди на улице встречаешь, и они не рады с тобой общаться. Поэтому как бы вот, ну это ладно, это опустим. А с выборами с этими сейчас нас зажимают просто во многом. Цены поднимают и много нововведений, поэтому посмотрим, как будет. Я говорю, тоже мне вот с этим видом на жительство сейчас сказали, что всем отказы дают, поэтому посмотрим. Да, что очень много туристов приехало, они уже не хотят просто давать людям возможность Что? жить. Да, Вот. понимаю. Ах, ну ладно, хорошо. Спасибо тебе большое, Аня, что пришла сегодня к нам на Да, не за подкаст, на канал по-русски издалека. Да, у нас правда, ты в Турции, я в Вьетнаме, да, мы так издалека говорим по-русски Да, друг с издалека. другом. Мгм. Вот, надеюсь, что когда-нибудь мы с Туи приедем к тебе в гости, или вы приедете к нам в гости во Вьетнам, да. Ну или вы, друзья, приезжаете, если приезжаете, будете в Стамбул, вот, может быть, Аня, ты хочешь Да, с кем-нибудь встретиться? конечно. Я Конечно, всегда вот. рада новым Вот, если знакомствам. летите из Америки, тоже можете написать. Да, если летите из Америки, я буду очень рада с вами увидеться в Стамбуле. Можете подарочную посылочку мне вернуть. Айфон. Можете быть, да, Вы знаете? с почтальоном Печкиным, да, это будет очень приятно. Ну, в Да. общем, спасибо всем за просмотр, желаю всем отличного дня, и если у вас есть какие-то вопросы к Ане, можете задавать в комментариях, она зайдет, потом ответит, да, Ань? Сможешь ответить, Да, зайти? конечно. Все, круто. Мгм. До скорого, и не забывайте подписаться на канал, если вы посмотрели до этого момента, еще не подписались, то подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы это видео продвигалось, да, и также, да, я думаю, этого достаточно на сегодня. До скорого и Всем пока-пока. пока. Пока-пока.